Всем привет, друзья! В предыдущей серии мы гуляли по Припяти, посетили бассейн Лазурный, детский сад номер 8, где блогер Полесский восстановил несколько комнат, посетили завод ПМК и сходили за водой к речке Припять. А в этой завершающей серии вас ждет много чего интересного. Мы встретим рассвет над Припятью и выдвинемся в обратный путь, который оказался отнюдь нелегким. Будет боль и страдания, радость и счастье. Будут слезы. В общем, присаживайтесь поудобнее и поверьте мне на слово, к этой серии вам понадобится чашечка чая. Так что, если еще не заварили, ставьте видео на паузу, заваривайте и тогда продолжим. Предыдущая серия закончилась нашим походом к речке Припять за водой. Вернувшись, мы поужинали и допили последний литр коньяка и немного спирта. Скажу честно, я был хорош. Все-таки усталость, накопившаяся за все эти дни, и алкоголь дали о себе знать. Еще важно отметить, что я не хотел вторую ночь мучиться, ощущая дрожание стен от храпа бобра. Поэтому я ушел в другую комнату, там был диван, и скажу вам, спалось на нем просто отлично, да и храпа не было слышно. Я рассказал эту предысторию, чтобы вы поняли, в каком состоянии меня разбудили в 5 утра. Думаю, многим знакомо чувство, когда вы до 2 ночи бухаете, а вам рано утром вставать на работу. Состояние просто отвратительное у меня было. Но желание встретить рассвет все-таки было сильнее. Мы выпили кофе, съели несколько шоколадок, и вы знаете, полегчало. Гагарин и Бобер идти не захотели, они остались спать, а мы втроем выдвинулись в сторону Гербовки. Мы немного не рассчитали время и уже на подходе боялись, что мы не успеем подняться наверх и встретить, как полагается, рассвет. Немножко не рассчитали расстояние. Бежим на крышу шестнаря рассвет встречать. Уже светает. Надеюсь, успею заснять хорошие кадры. Если вы думаете, что подняться на 16 этаж легко, сильно ошибаетесь. Фух. Тихо. Ох, вот это вид. Ребятки, оно того стоило. Мы успели. Это классная жирная галочка в окончании нашего похода. Единственный минус, нам еще идти обратно. И впереди виднеется именно то, чего мы боялись. Камера, боюсь, не передаст, но вот там все в грозовом фронте.
нам идти вот туда, к дуге. И неизвестно, сместится оно туда или нет. Что попасть под дождь очень не хотелось бы. Это очень сильно усложнит путь назад. Не все с группы пошли встречать рассвет. Я думаю, зря. Как вам? Очень зря. Очень зря. Немного потеряли. Один из тех моментов, ради которых мы сюда шли, между прочим. Да. И сейчас я понимаю, что страдания, как мы сюда бежали, подниматься на 16 этаж, оно того стоило. Вид отсюда, конечно, открывается потрясающий. Это заслуживает лайка и комментария. Настоящий сталкер должен не только зайти в зону, не попавшись, но и выйти. Так что наш путь еще не закончен. Впереди еще 42 километра. Впереди еще 42 километра. И если пойдет дождь, это будет еще то приключение. Но выйти надо. И выйти надо не попавшись. Чтобы, скажем так, поставить очередную галочку для самого себя. Уникальный контент. Что предпочитают чернобыльские мыши? Гагарин, твои У комментарии. меня силиконовую тарелку съели и кускус подгрызли. Куб. Вон, овсяночку любят, и номеринка так себе зашла. Да. Супы не употребляют. Еще насрали в рюкзак тебе. И еще 2 каремата прогрызли. А на полу лежат макароны, это они побрезговали, хотя макароны вкусные. И уже даже вареные. А что они еще сожрали? 2 каремата. Самонадувных пидорасы, блядь. Ну да. Слушай, ну не факт, что... Да, я уверен, что это мыши. Мы не могли на ровном полу пробить 2 каремата. За ночь 2 каремата сдулось. Не, ну... Вы не слышали, как под вами мыши карематы ваши долбили? Скорее всего, это месть, да, за то, что они не смогли схрон разгрызть. Они решили нам отомстить. Короче говоря, думали, хотя бы пару часиков дождя не будет, успеем пройти. Но вот мы собираемся выходить, и на небе уже начинает накапывать дождик. Поэтому сразу вот, одеваем пончо, защиту от дождя. Мы это предусмотрели. На рюкзаках тоже есть чехлы от дождя. Короче, будет походу веселуха. Возможно, придется за один день выходить. 42 километра за один день. Это жопа. Если будем идти за один день, это жопа. Миф, что с утра был слухом, днем был на хит-параде, каждого достиг уха. В эфире помехи, обломки сзади, ветер скребет по коже, в нем тонут чьи-то всхлипы. Мы исчезаем тоже, мы покидаем Припять, мы покидаем Припять, в панике все одиноки. Мы покидаем Припять, глупо уносим свои ноги. Радиоактивный ветер, так говорят, а я не верю. Радиовопиты кричат дети, мы покидаем Припять. Пришли к затопленным карьерам. Здесь небольшой привал. Сейчас ножки помочим, чтобы отдохнуть. Поменяем пластыри, а то мозоли не маленькие уже и появляются новые. И водичка тут очень чистая, прозрачная. Бля, вода холодная, ноги замерзли. Но так хорошо, так кайф. Давай вылазь быстрее, я тоже хочу. Восстановительные процедуры
Ой, как хорошо. Холодное, сразу все напряжение уходит. Бобер решил полностью искупаться. Доволен как слон, да? Слон нервно курил в сторонке. Ты что, еще с мылом? Ты что, помылся? Да, ты что думаешь? Ты что, блин, офигел? Сталкер Так должен выглядит, вонять! так выглядит зависть. Одну. Куда я, блин, свой видел, не могу понять. Догнал нас все-таки дождик, пока небольшой, да и тучки не сильно прям затянуто. Будем надеяться, что скоро закончится и пойдем. Да, вид красивый. Наши молитвы в зоне были услышаны. Дождь прекратился. Мы пока еще в приподнятом настроении двинулись дальше. Так как мы находились в местности, где нас было довольно трудно обнаружить, мы включили на Bluetooth колонке музыку, и идти стало еще легче. Зона троллит Гагарина. Шел дождь, он 10 минут напяливал свой костюм, блядь, и дождь закончился. Выражение лица бесценно. Он реально закончился. Он начнется. Давайте идти так, давайте идти кончим. Не, мы снимем, ты не снимай. Все-таки Гагарин не зря напяливал 10 минут свой костюм от дождя. Не знаю, что было на уме у Зоны. Может, она хотела проверить нашу выносливость и силу воли. Может, посчитала, что наш поход получился уж слишком идеальным и нужно его подпортить. А может, что-то еще. Начался дождь и больше не прекращался. Со временем он перерос в ливень. Давай снимать обзор сравнения двух костюмов. От неизвестного китайского бренда. Глебусовский Hit Defender и No Name China Military Factory. Так, сейчас будем ебашить через вот эти кусты. Простите, проходить. Какие ты можешь сказать плюсы твоего костюма? Сейчас мы пройдем этот куст, и я тебе скажу плюсы. Ну, первый плюс твой легче. Ну да. Так, все, короче, ебашим на проход. Через акацию. Пошли. Акация, пошла. Так, еще. Хлопцы, вы где? Вы что, в обход пошли? Я один попёрся? Вот сволочи. Идем дальше. Тест продолжается. Я не могу. У меня катка. Блин, чуваки, мне кажется, там прохода нету. Есть как отсюда выйти? Сбились с маршрута? Нет, мы на правильном маршруте, просто тут заросло. Не, мы можем попробовать, конечно. Стой, стой, стой.
Так, я нашел сталкерскую. Поправь, пожалуйста. Но тут очень сомнительно. Хотя вот я уже вижу березы. Давай, выберемся. О! А ну стой, дайте. Так, теперь сними, насколько его разворотило в хлам. Кого? Костюм. Так он же целый. Именно, он целый. Начинается полная жопа. Дождь не прекращается. У меня ловы промокли внутри. То есть я уже иду, у меня внутри мокрые ноги. Начинается чвяканье. Видимо, Гортекс уже за 3 года ему жопа пришла. Вот. А это, в свою очередь, ведет к другим последствиям. Начинают слазить пластыря, натираться новые мозоли. Ноги набухают от воды. Становится тяжелее. Каждый шаг сопровождается болью и тяжестью. Вот такой веселый выход с зоны, а мы прошли только полпути. Короче, чуть греха таить. Начинается пиздец полный. Фу, бля. Какие процедуры делаю, в каких условиях. Я хочу обмотать полностью вот так ногу, чтобы он не слазил. Смотри, не перетяни. А то сейчас еще нога не имеет. Похуй, он все равно скатается. Ну, все равно будет лучше. Прямо пора напротив меня. Что ты, мне кажется, ты херню творишь? Бляха. Блядь, дождь высадился. Хорошо. Сколько нам до часами? 3 часа. Надеюсь, поможет. А то есть через 4-5 уже будет это как его. Ну по-хорошему, если мы часов до 8 добираемся до Махата, Такая обмотка действительно помогла. Нога не онемела, а пластырь, несмотря на мокрые внутри ботинки, больше не слазил. Одной проблемой стало меньше. Кстати, ловы у всех, кроме Гагарина, промокли примерно через 2 часа ходьбы под дождем. У меня и у Куба модель Z6, у Бобра и Орла модель Ренегаты. Все не новые, так что, судя по всему, мембрана Гортекс уже не держит. Вот мы наткнулись на вырубку леса, который горел. И это наводит на мысль, а может быть, подпалы не просто так были в Чернобыльском лесу. Еще одна проблема в том, что земля разбухает потихонечку, превращается в болото. А по такой земле идти еще тяжелее. Посмотри, тут погревших. Дивни. Шел нормально. Ничего не болит. Мышцы спины, ног, ничего не болит. Но стопы — это непередаваемое чувство. Каждый шаг отдается тупой болью по всему диаметру стопы. Гагарин, как эмоции в данный момент? Я, блядь, такой влажный. Не, мокрый. Влажные эмоции. Ботинки мокрые, хлюпаем жестоко. На 3-4 хлюпаем. Да не, мы больше хлюпаем. Приятно, да? Только все
Местами намок рюкзак, убрал влагу, это вес. Ботинки тоже как свинцовый вес набрали. Короче, мы теперь тяжелились. Да. Пару килограмм добавили. Пару килограмм нет, я точно килограмм 5 приеду. Захавали по таблетке кетонола, это сильно обезболивающее. Вроде бы немножко легче стало идти, но глобально это, конечно, ситуацию не спасает, к сожалению. После привала идти еще сложнее. Боль и страдания. Ёбаная боль. Я, блядь, этого не чувствую. Прямо на дороге увидели двух типов каких-то непонятных. Кто это? Сталкеры, менты. Пока что сныкались. Сидим, ждем. Скоро узнаем, кто это. Куб говорит, что один из двух побежал в нашу сторону. Это признак того, что это менты. Сейчас попробуем мы обойти лесом через вот эти вот ебеня. Самое обидное, что они могут нас ждать с другой стороны леса. Там дорога. Так как снимать в темноте не было никакого смысла, я просто расскажу, что было дальше. Убегая через лес от погранцов, мы немножко заблукали. В сумме около часа мы бродили по лесу, пока не вышли на дорогу. Таблетка кетонова, которую мы выпили на последнем привале, практически не дала никакого эффекта, и мы решили выпить по второй, так как боль усиливалась и терпеть ее становилось все тяжелее. Помимо этого снизилась температура воздуха, и мы начали замерзать. Таким образом, больше не было смысла делать долгие привалы, потому что буквально пару минут без движения, и мы начинали замерзать. Но это не все. Мы дошли до участка зоны, где нас уже могли заметить, и пришлось музыку и фонари выключить. В лучшем случае мы пользовались тусклым красным светом, а идти в темноте, в дождь по Чернобыльской зоне – это дополнительная травмоопасность. Вышли на дорогу. Вроде никого нет. Может, пронесло. То были почти 100% погранцы. Потому что ребята рассмотрели украинскую цифру. Именно в ней они и ходят. И они были без рюкзаков. Так что почти точно погранцы. Перестаю снимать, потому что уже почти ничего не видно. А уже завтра расскажу, чем все закончилось. Но идти нам еще до хрена. Мы вышли в 10 утра и, считайте, за целый день ничего не ели, кроме небольшого перекуса казинаками и воды. У многих началось головокружение и тошнота от голода. Организм просто кричал: «Дай мне еды, я не могу идти дальше, мне нужны силы». В 12 километрах от выхода возле вышки лесника были дома. Мы решили зайти туда, сделать привал и приготовить нормальной еды, горячей, поесть и дать организму ту самую энергию, которую он так просил. Зашли в сталкерскую хату по пути покушать, выпить чай и двигаться дальше. Сколько мы прошли километров? Примерно. Там было чисто и ровно. Больше 20, наверное. Сколько нам осталось? 30 даже.
Ну да, мы вышли. Нам же 12, 10. 12 до выхода. Короче, в процентном соотношении, сколько мы на данный момент прошли? 80%. 80%. Сейчас, короче, подкрепимся, потому что реально организм уже на пределе сил работает. Ой, какой кайф рюкзак снять. Это что было? Что это было? Кто-то в окно постучал? Серьезно? Или это ветер? Ну, мы это Помолчи. Ты свет выключишь? Да уже поздно. если Уже включили поздно. окно. Подожди, кто будет? Только шел вот сюда. Тун-тун. Не, может это ебанулось просто там. Может быть. Может дерево снаружи. Там он что-то колышется. Может, Там дерево снаружи. Ладно. И так просто было похоже, как будто бы кто-то, знаешь, так постучал 2 раза. Ладно. Куба мы не будем спрашивать про самочувствие. Гагарин, ты как? Вообще, вот единственное, что беспокоит, то, что промок. Так очень хорошо все чувствуется. Ничего не болит, все хорошо. Не устал. Да ладно. Не, серьезно, я с Кубы говорил, я хотел идти без перерыва сейчас. Не-не-не, надо подкрепиться. Бобер, ты как? Железный. Нормально. Блин, охлаждение в лаптях делает чудеса. Орел. Болят стопы, общая усталость, но таблетки творят чудеса. Да, таблеточки, конечно, помогли. А сейчас еще горячая еда и финальный рывок. Поэтому и говорю, что... Штаны у меня такие же, как китель, промокшие насквозь. Короче, у меня то, что прямо по вот эта вот вся навигатору, фигня не у меня держит же воду. написан вход, понимаешь? Весь промокший Да, насквозь. Прямо вот по, Самое, что у меня сухое, это обувь. по маршруту. Это серьезно обувь не промокла? Ну, чуть-чуть, может, еле повлажнело. Охуеть, красавчик. У мене воду, коротше, це через верх затекли. Нет, у меня, я не знаю через что. У меня, конечно, через шнуровку. У меня тоже через шнуровку. Потому что у меня вначале намокло в районе пальцев. Не, у меня такое, ну чуть-чуть, вот где вот пальцы вот начинаются большие, вот тут вот только чуть-чуть, где они прижимаются, и все. Повезло. А может быть, мне так кажется. Но не хлюпает точно. Не, я классно хлопал. Не, у нас у всех хлюпает. Но у меня точно не хлюпает, это стопудняк. У мене реально через верх затекло. Слушай, ну эти таблетки реально работают. Я в прошлый раз в этой... А я не знаю, что это. Я в прошлый раз, помнишь, как кончался в этой квартире? Это Ты же про кетанов? Я не знаю. Ты про таблетки я про кетанов? То, что вот как маршрут, он в этот раз намного тяжелее, потому что мы шли под дождем, по скользкому, по прилипающим с мокрыми намокшими ботинками. Я в прошлый раз на этой точке просто пришел, достал спальник и завалился. 1,5 часа меня не было. Блять, ти сука. Я просто отрубился. 108 кг. Пацаны тут что-то готовили, там кушали. Я просто лежал, я вырубился, они меня Ні, потом... я ж якісь признаки житті подавав, коротше, що то там все. Матерился, плак, ну, жаловался. Жаловался, да. Да нихуево было. Ні, по-моєму, ти теж вроде благ. Не, Матом вот здесь закрывал. меня тогда первый раз Куб закинул 2 таблетками. Не здесь. Здесь, вот конкретно здесь он мне тогда дал таблетки. И мы тогда каким-то вот просто оно небо расцвело. Я не скажу, что они творят чудеса, конечно, боль убирают, но... Чувак, мы бы сейчас кончались, просто кончались. От слова совсем. Мы бы вот сюда шли и плакали, а сейчас мы бежим по факту. Бежим, но через боль. Тут Это, связь есть. это не боль. То, что ты сейчас чувствуешь, это не боль. Це тебе просто-напросто натоптані ноги. Тут я внесу небольшой комментарий насчет состояния. Единственная и основная проблема – это боль. Мышцы ног, спины, да и вообще любые мышцы ни у кого не болели. Усталость была, но это небольшая проблема на фоне боли. А вот боль, адская боль в стопах, вот это реальная проблема. И эту проблему мы решали таблетками. Но вы должны понимать, что даже такие мощные таблетки не убирают эту боль полностью. Они ее притупляют. На момент нашего привала я выпил 2 таблетки, и они мне не дали практически никакого эффекта. На момент похода я весил 118 килограмм, то есть больше, чем все остальные участники похода, а доза таблеток рассчитывается на основе веса. После привала я выпил еще 2 таблетки, и вот тогда я уже почувствовал эффект.
Одна из проблем, которую создал дождь, это то, что у нас не оставалось вариантов для ночлега. По пути это были единственные дома, но ночевать там не было смысла по нескольким причинам. Во-первых, мы практически полностью промокли, сушиться было негде. У некоторых промокли рюкзаки и спальники, которые лежали в этих рюкзаках. Во-вторых, даже если бы мы остались в этом доме, нам бы пришлось тусить там сутки, потому что оставшиеся 12 километров это центральная дорога, по которой ездят все, и днем по ней вообще не вариант идти. То есть мы бы просто целый день потеряли бы сутки на ровном месте, а учитывая, что мы уже прошли 30 километров и нам оставалось 12, вариант был только один – идти до конца. Последний участок это была асфальтированная дорога. С одной стороны, это был плюс. Мы могли идти без фонарей, не опасаясь, что наступим в какую-то яму или еще куда-то. Также мы значительно увеличили темп. Но минус в том, что стопы, которые и так разрывались от боли, на асфальте начали болеть еще сильнее. 2 таблетки, которые я выпил на последнем привале, начали действовать реально хорошо. Я практически не чувствовал боли, и в сумме с энергией от еды я просто летел на крыльях ветра. Но это длилось недолго. Примерно через 6 километров боль вернулась, и с каждым километром нарастало все больше. Вы знаете, это очень интересное чувство, которое я раньше в своей жизни никогда не ощущал, и я благодарен зоне за то, что она меня с ним познакомила. Чувство, когда ты уже не можешь идти. Каждый шаг отдается тупой болью по всей стопе. Ты просто не можешь передвигать ноги. Хочется просто взять и упасть на этом мокром асфальте и больше не вставать. Но ты понимаешь, что нужно идти дальше. Нужно просто идти. У тебя просто нет другого выбора. Остановишься отдохнуть, замерзнешь, и вставать после привала идти будет еще сложнее, поэтому просто идти вперед. Вы знаете, это непередаваемое чувство, но я рад, что я его прочувствовал. Боль настолько заполонила собой все, что я даже перестал чувствовать 20-килограммовый рюкзак, который висел у меня за спиной. Мне казалось, что он весит пару килограмм, я его просто не чувствовал. Последний участок лесополосы возле КПП я, да и все остальные, кроме Куба, наверное, он вообще робот, по-моему, преодолевали просто без последних сил. У меня настолько устали ноги, что каждый шаг я боялся, что я могу подвернуть ногу, получить травму. Голеностоп просто был на последнем издыхании. Когда я проползал на карачках под колючей проволокой, я думал, что я уже не встану. Просто сил не было. Даже встать просто не было сил. Мы это сделали. Мы это бляха-муха сделали. Это КПП Детятки. Только мы вышли не через него, а как надо. И несмотря на то, что мы находимся в 100 метрах от КПП, ничего нам уже сделать не могут. Садимся на остановку и ждем наш транспорт. Но мои эмоции будут чуть-чуть попозже. Выйдя на дорогу и поняв, что это закончилось, я просто расплакался. В самом прямом смысле этого слова. Я не мог этого контролировать. Таким образом, вся та боль, которая копилась эти 42 километра, все эти эмоции, смешанные с радостью и счастьем от осознания того, что это закончилось, выходили наружу. Это были слезы, за которые ни капельки не стыдно. А потом мы расположились на остановке. Сняли обувь, носки. Мы дрожали от холода, но нам было уже все равно. А потом мы включили на Bluetooth колонки Кипелова «Я свободен» на всю громкость. Так что погранцы на КПП Детятки 100% нас слышали. Но нам было уже все равно. В тот момент
мы были свободны. По-настоящему свободны.